спрашивали люди, как пройти в метро. Голос пропал совсем. Вот наверное, 4. И сразу же здесь заходим сейчас на паром, едем на авто. Мы направляемся в Европу. К одноименной площади. Посмотрим, насколько эффективны турецкие хваленые лекарства. Обошли все подворот Стамбула. И на всем протяжении стойкий запах такой свежей рыбы. Можно спокойно, без спешки, потихонечку погулять здесь. Мраморное море и Босфор. Посмотрим, что это будет. А вот идет этот знаменитый. Ну все, прошли все формальности опять. Мы на территории Стамбула. И спрашивали люди, как пройти в метро. Проходим все зоны паспортного контроля. Сразу поворачиваем налево. Здесь будет такой вот Макдональдс за моей спиной. И поворачиваем камеру. Здесь будет выход в метро надпись. И туда мы и идем сейчас. Голос пропал совсем. Проходим на станцию метро сейчас. Прямо из здания аэропорта. Здесь же по пути следования к поездам по коридору находятся эти вот автоматы по продаже Стамбул-карт. Транспортные карты движения по Стамбулу. Приложили карту, нашу Стамбул-карту, она работает. Две строчки. Первая — стоимость проезда, вторая строчка — это количество денег, оставшихся на карте. Стоял поезд, мы сели на него. Для того, чтобы добраться до европейской части Стамбула, нужно доехать до станции Кадыкой. Сейчас мы едем в эту сторону. Вот она, ветка номер 4, красная. Вот самая точка, следующая станция, мы едем вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, и до конца нового Кадыкоя. Вот мы добрались до станции метро Кадыкой. И сейчас движемся на паромную переправу, чтобы оказаться уже в европейской части Стамбула, в Европе. Вышли из метро, нам нужен выход 4. Кадыкой, выход 4. И сразу же здесь паромная станция. Стоимость по этой же Стамбул-карте, стоимость 12 с копейками турецких лир. И сразу же здесь заходим сейчас на паром, едем на станцию Бешикташ. Мы на пароме. Через Босфор сейчас пойдем. И вот там вдалеке, в дымке, видно дворец Топкапы, Айя София и Голубая мечеть. Там все вдалеке видно, все достопримечательности Стамбула. Вот там вдалеке мы видим знаменитую Стамбульскую телебашню, она мигает там. И это азиатская часть. А если покрутить камеру, там уже Европа, европейская часть Стамбула. Мраморное море остается позади, где стоят сухогрузы. И мы входим в пролив Босфор. Ну вот, а, к сожалению, знаменитую девичью башню в проливе Босфор ремонтируют. Посмотреть мы ее сейчас не сможем в той красе, в том виде, в котором мы хотели бы ее увидеть. Ну что же делать? Значит, такая судьба. Значит, не судьба. Значит, надо сюда еще раз вернуться будет. Вот, сейчас идем по Босфору. Там вдалеке знаменитый Босфорский мост. Ходят такие сухогрузы. Мы направляемся в Европу. Если присмотреться, там вдалеке Галатская башня. Там же находится Галатский мост, в котором мы сейчас пойдем по заселению в отель, будем когда отель искать. Конечно, идем мы в микрорайон Бешикташ, и достаточно далеко от нашего отеля. Мы планировали поближе пристыковаться, где-то в районе вот здесь, вот этого порта. Но тянет нас намного дальше сейчас паром, и будем уже оттуда проходить. Далековато, конечно, явно. Это дворец Долма-Бахче называется. Тоже знаменитый в Стамбуле. Вот идем по Босфору сейчас в Стамбуле. С азиатской части переходим на европейскую. Идет дождь, на улице свежо и прохладно. И очень сыро. Ну вот баланс 27,85, значит у нас метро и паром стоило порядка 22,15 турецких лир. Вот
Водафон-арена, одноименный Водафон-парк. Это является домашним стадионом футбольного клуба «Бешикташ» в одноименном районе города Стамбул. Ну вот мы поднимаемся все выше, выше и выше. Пролив Босфор остается где-то там. Это парк Таксим. А мы направляемся к одноименной площади. Таксим – самой известной площади Стамбула. В переводе с турецкого языка на русский название Таксим Майдани означает «площадь распределения». Это название возникло не случайно. Некогда микрорайон был местом перераспределения водоканалов города, из которого водопроводы тянулись во все остальные части Стамбула. В центре площади расположился 12-метровый монумент «Республика», который был спроектирован аж в 1928 году. На сегодняшний день Таксим для стамбульцев считается символом свободы, памятником перехода от имперского государственного строя к республиканскому. Вот за спиной остается площадь Таксим, и мы движемся по улице Истикляль, самой главной пешеходной улице Стамбула. Здесь видим трамвайные рельсы, ездит трамвайчик. Улица Истикляль. На всем протяжении брендовые магазины, различные марки, мировые. Народу хорошо не так много, видимо, потому что все-таки дождь только закончился. Такая пасмурная погода. Можно спокойно, без спешки, потихонечку погулять здесь. Не только жители Стамбула, но и абсолютно все турки знают знаменитую улицу Истикляль. Это название на слуху у большинства путешественников. Мы тоже частенько сравниваем эту улицу с московским Арбатом. Их объединяет неповторимый колорит, постоянно кипящая жизнь, не стихающая круглосуточно и влекущая максимально разнообразную публику. Длина Истикляль около 1,5 километров. Расположена известная пешеходная зона в европейской части Стамбула, в районе под названием Бейаглу. А вот идет этот знаменитый трамвайчик по улице Истикляль. Вот он так выглядит. На нем тоже можно прокатиться при желании. Она берет начало от исторической площади Таксим и, причудливо изгибаясь на протяжении всего маршрута, доходит до прекрасного Галатского моста. По сути, чтобы миновать это расстояние, человеку нужно не более 30 минут. Но на самом деле изучение Истикляль затягивает на часы, дни и даже недели. А все потому, что вдоль этой уникальной улочки выстроились в ряд самые разнообразные достопримечательности. Вот мы и дошли до Галатской башни в Стамбуле. Галатская башня – одна из самых известных достопримечательностей Стамбула. Просматривается башня практически со всех точек города. Ее высота – 61 метр, при окружности – 9 метров. Высота над уровнем моря – 140 метров. Это не только исторический памятник, но и великолепная смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Стамбул и окрестности. Кстати говоря, я от горла купил в аптеке сейчас такой вот прополис с витамином С. Значит, стоимость 100 турецких лир. Посмотрим, насколько эффективны турецкие хваленые лекарства. Сказали, это лучшее из того, что есть. Вот такой вот спрей. Чтобы был понятен уровень наклона, это как-то так. Вот так это выглядит. И мы так спускаемся сейчас. Тем более еще такая мокрая брусчаточка. Маленько ноги проскакивают. Можно... По подземному переходу сейчас идем к Галатскому мосту, пройдя через который перед нами откроются все основные достопримечательности европейской части Стамбула. Погнали. Весь Галатский мост усеян рыбаками. И на всем протяжении стойкий запах такой свежей рыбы. Ну, а пройдя по Галатскому мосту, мы попадаем к новой мечети. Далее на египетский базар, на котором я уже был. И есть видео у меня на канале. Ну, а там дальше дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубая мечеть. Нижняя часть со стороны Босфора дворца Топкапы огорожена забором, ведутся реставрационные работы. Ну, а дальше ограждения нет, и состояние уже неплохое. Конечно, если можно так говорить, относительно возраста данных стен.
По-моему, обошли все подворотни Стамбула в поисках нашего отеля. Вот, наконец-то, по-моему, мы его нашли. Надеюсь, что это он. По крайней мере, очень похоже на это. И вот наш отель. Ресепшн. Hello. Такой вот потрясающий вид открывается с летней террасы нашего отеля. Мраморное море и Босфор. Очень красиво. Правда, здесь на летней террасе сейчас идет ремонт. Все ремонтируется к летнему сезону. Но, конечно, вид, еще раз, вид потрясающий. В отеле есть еще такой номер. То же самое здесь все, но самое главное — вид. А вид здесь может быть прямо на Босфор, на Мраморное море. И такой еще есть номер на первом этаже с отдельной такой своей террасой. Можно его заказать. В уличном кафе взяли попробовать, знаете, 2 супа по 35 турецких лир и 2 по 45, ну, типа шавармы такие, куриные какие-то в обертке. Посмотрим, что это будет. Нам принесли комплимент от ресторана. Вот вкусные булочки горячие, можно их помакать. Очень вкусно. А вот уже и супчик достал. Спасибо. Попробуем суп в Стамбуле. С лимоном, да, вкусно. Вкусно выдавили лимон. Отлично. Кстати, это первая горячая еда за сутки у нас. То есть, ну, не то, что горячая, а в принципе первая еда за сутки. То есть ровно сутки. Вот мы ели в Макдональдсе, и после этого маковой росинки во рту не было, только вода. Ну, а на второй у нас куриные такие рулетики в лаваше. Мы думаем, что это типа шаварма. Давайте пробуем. Такая домашняя аккуратная шаварма. Практически соуса нету, все натуральные какие-то травы, курица, помидорки, огурчик. Такое шаварма на лайте. И еще на третье блюдо в качестве комплимента дали такой вот турецкий чай. Вышли из кафе, очень довольные, сытые. Мы заплатили 160 турецких лир. Это комплимент. Булочки с соусом, потом в конце чай. И основные блюда. Это первое блюдо, суп, очень вкусный. И 2 половинки шаварма. На наши деньги это 608 рублей получилось. Мы поужинали, или пообедали, или уже непонятно, что мы сделали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите мотивирующие комментарии. Впереди еще много интересных и запоминающихся поездок и путешествий. Всем пока!